Доброе утро. 17 июля. Мы топаем с Софией к Хаус-Артсу. Это семейный врач. У нее там были анализы перед отъездом, и теперь мы будем слушать его расшифровку. И мне вот интересно, вспомнит ли он о том, что я 10 дней назад у него получил антибиотик от боррелиоза, и типа поинтересуется ли он просто, как у меня дела, типа, или проморозится, типа я у него другой буду пациент. Что-то мне подсказывает внутренне, что он так и поступит, короче. Ну, типа, мой вопрос, если я сам не подыму, он его подымать не будет, потому как у него термин типа на ребенка, и, соответственно, ребенок и будет главным пациентом, а обо мне типа речи не будет. Ну, посмотрим. Возвращаюсь домой. В общем, я ошибся по поводу врача. Все-таки он поинтересовался ходом лечения моего, состоянием, так скажем. В общем, удивил он меня. Я думал, он проморозится. Такой он какой-то у меня в моем представлении бездушный. В общем, как бы, типа, ну как сказать, короче, человек инструкция. Что-то мне так кажется, я вот смотрю на него, он такой в очках, весь педантичный какой-то такой, но в то же время и, не знаю, в общем, на маньяка похож. Вот. Ну да, спросил, что как, я говорю, все окей, 8 дней уже таблеточки пью, говорю, что там, как дальше действовать. Ну, он говорит, так, как и договаривались, допиваешь курс 20 таблеток, смотришь по состоянию, если все окей, там следующий термин у меня в сентябре. Если, говорит, видишь, что дело плохо, приходи, типа, будем смотреть. Ну, как-то так. Я так понимаю, что, наверное, должен выглядеть протокол лечения так. То есть я пропился, потом, наверное, повторный анализ крови, количество этих боррелий должен показать уменьшение или что. И потом уже, типа, ставится, ну, выздоровление или кто его знает. Ну, в общем, ему виднее, но я еще поспрашиваю у чатика GPT, что там как. Ну и буду, конечно, к себе прислушиваться. Вот такие дела. Ну, а так, наверное, сегодня денек будет. Буду заниматься всем, что позапускал там, пока меня не было. Подсчитал, в принципе, поездку нашу. По деньгам подофигел малость. Это то, что с утра уже успел сделать. Ну и теперь прогулочка у меня послеобеденная, так, из интересного, что может быть. Ну, в общем, такая у меня сегодня прогулка. Дождь идет, а я топаю. Одел сандалики, куртку более-менее непромокаемую. Правда, шорты хэбэшные. В общем, гуляюсь. Уже километрика 3 прошел. Не знаю, мне по кайфу, короче, немного промокнуть, ничего страшного. Ну, вроде и прохладно, но тем не менее, ну, по температуре я имею в виду, сколько там градусов, может 15-16. Но на деле этого не ощущается. Вот, поэтому я не обломался, пошел гулять. Хотя бы километров 5 надо протопать. Все-таки болезнь болезнью. Ну, зарядку сегодня уже делал. Не полноценную, конечно, но такую половинчатую. Чисто размялся. И прогулочка тоже должна быть. А так, наверное, больше ничего интересного сегодня у меня и не было. Поэтому зафиксировать в дневничке нечего. Кроме одного, мысли по поводу аэропорта меня не оставляют. Я же говорил там, что я думал, буду ночевать один я только с ребенком там, ну, может, там пару человек вынужденно. А получается, аэропорты используют люди в большом количестве для ночевки. То есть я там где-то человек 100 насчитал, наверное, ну, приблизительно, которые ночевали вместе с нами в аэропорту. Это Эль-Прат, не знаю, насколько он, как бы, ну, большой аэропорт считается. Лоукостерский, конечно, но, в общем, около сотни ночевало. И что я думаю в связи с этим? Я думаю, что я должен использовать этот вариант в будущем. Ну, мне эта мысль кажется привлекательной. Если раньше я никогда не задумывался в том плане, что я же могу стыковать рейсы, типа вечерним или ночным прилетел, а утренним улетел. У меня как-то не было даже такой мысли, я не смотрел в этом направлении. А теперь я буду понимать, что всегда можно остаться в аэропорту, переночевать. Либо даже вынужденно, если как-то будет жильем не получаться,
а просто приехать в аэропорт и там заночевать, как на каком-то вокзале. Теоретически даже это возможно. То есть никто тебя не выгонит. Там есть розетки, там есть где кинуть спальник или этот матрас мой надувной, который туристический. Ну, то есть, короче, если я буду укомплектован рюкзачком, о котором я всегда, как бы говорил в последнее время, в котором будет минимальная снаряга для выживания там, то почему бы и нет. В общем, я бы этот инструмент намерен использовать. Тем более, что я в дальнейшем склоняюсь. Допустим, вот у меня большая поездка, которая будет однозначно, минимум, наверное, на неделю, это в Рим. То есть Рим я как бы держу как ну, типа на закуску, но тем не менее. Я думаю, что это будет в теплую пору года, и я буду жить там, скорее всего, в каком-то кемпинге. Потому что мне тоже это привлекательно, потому как можно сэкономить нормально денег на этом. Плюс они обычно оборудованы вот этими всякими санитарными зонами, то есть не надо беспокоиться о туалете и о душе, там это все есть. И как бы питание я стараюсь автономно всегда это делать. Ну, то есть для меня, короче, это подходит идеально. И, соответственно, если я уже буду ехать в таком режиме, то почему же мне этот вариант ночевки в аэропорту не использовать? Короче, для себя вот такой вот я беру на заметку способ сэкономить на ночевке, где-то, может, на времени и так далее, там, чтобы не перемещаться. Вот как будут видео выходить, я их потихоньку монтирую о том, как я ездил приблизительно по такому маршруту, как с ребенком, Милан-Барселона на недельку. И там у меня как раз был такой случай, что я прилетел в Бергамо этим рейсом, вот недорогим из Кёльна, как и сейчас мы летали. И я был вынужден ехать в Милан, сразу ночевать там, в первом часу заселяться в хостел, как бы тратить 10 евро на этот автобус или 12 даже. А зачем мне это надо, если я мог бы переночевать спокойно и с утра посмотреть Бергамо, короче, по-другому совсем пропланировать. Ну, теперь я как бы это знаю и буду использовать. Вот это единственное, что важно отметить сегодня. А так, я потихоньку топаю в сторону дома. Как говорится, до завтра.